Итак, друзья, сейчас мы будем раскрашивать наш линейный рисунок. И план действий у нас следующий. Сразу нужно иметь в виду правило одно, которое действует на протяжении всего раскрашивания, если можно так назвать этот этап. Я сразу говорил, что я хотел создать этот курс без наукообразных слов каких-то, поэтому буду говорить на простом языке. Итак, мы раскрашиваем. Раскрашивание нужно вести от темного к светлому. То есть сначала мы самое черное, все что есть, можем раскрасить смело черным цветом. Вот что я сейчас и делаю. План действий у нас следующий. Сначала мы раскрашиваем все объекты по отдельности. Глаза, брови, нос, губы, усы, бородка. Потом контуры лица, то есть все, что вокруг лица снаружи. Волосы сверху. И таким образом у нас остается пустота, которую нужно заполнить. Это полутени, то есть кожа, которую мы будем рисовать. Вот когда у нас будут все объекты нарисованы, тогда уже будет сделать это гораздо проще. Все эти тени, полутени. Итак, смотрим. Также можно сказать, что весь этап раскрашивания портрета полностью от карандашного рисунка до окончательного результата можно разделить на два этапа. Скажем, назовем их первичный и вторичный. Так вот, на первичном этапе я немножечко не дорисовываю, особенно места, где у нас есть какие-то такие не совсем темные места, но близки к этому. Дело в том, что если вдруг нам понадобится сделать светлее, а мы уже перетемнили, то потом это придется сделать немножко грязновато. Совсем аккуратно сделать это не получится. А вот если мы будем немножечко докрашивать, вот тогда проблем не будет никаких. То есть на первом этапе я рисую не совсем точно, то есть не совсем ярко. И какие-то моменты, мелкие детальки и еще прочее, это все тоже будет во втором этапе. Не забываем, что мы идем от темного к светлому, но брови, так как есть места и потемнее, чем брови, брови следует нарисовать
потому что это будет служить, вообще все вот эти объекты, которые мы сейчас рисуем, они очень хорошо будут помогать, когда мы будем рисовать тени. Это будет вспомогательным ориентиром. Просто представьте, если мы сначала будем рисовать тени, а потом прорисовывать все эти объекты. Сразу становится понятно, что это как-то неправильно и будет очень сложно. Исходя из этого, мы сначала рисуем все объекты, все, что вокруг них может быть, какие-то около них какие-то зоны. Ну, в частности, если мы рисуем глаза, то брови со своими полутенями тоже лучше нарисовать. В процессе рисования у нас есть возможность посмотреть, какой же Джонни Депп у нас без усов, пока мы их еще не нарисовали. Друзья, обратите внимание, вот это первый этап, когда я рисую усы. Потом посмотрите, как это будет в продолжении. То есть это первый слой усов, потом будет еще не один слой. И таким образом получается очень реалистичные усы. Смотрите дальше, как это будет выглядеть. Как я уже говорил ранее, мы сначала рисуем вот эти отдельные объекты, а потом немножечко возле них прорисуем зону, которая находится рядом с ними. Все отдельно взятые объекты, которые мы уже успели нарисовать, еще не совсем до конца прорисованы. Также не заполнена между ними пустота с тенями и полутенями, то есть мы еще не рисовали кожу, а портрет уже начинает оживать.
Сверху у нас очень много темного, поэтому сначала я маленькой кисточкой обозначил границу, за которую мне не нужно заходить. И затем взял кисточку с большей производительностью и, соответственно, начал заполнять все эти пространства. И здесь также сразу применился такой небольшой лайфхак. Кисточку я загрузил для того, чтобы рисовать очень темные пространства. По мере того, как она у меня разгружается, она начинает рисовать светлее. И этот момент я уже могу использовать на коже лица, так как кисточка рисует так, как мне нужно, почему бы не использовать эту возможность. Вот таких мелочей на самом деле в рисовании портрета сухой кистью с годами, с моим личным опытом, накопилось очень много. Все это позволяет рисовать гораздо быстрее и продуктивнее. А если у вас появилась возможность где-то облегчить себе задачу, соответственно, вы разгружаете свое внимание и дополняете его в более сложных местах, и у вас растет качество. Продолжаем рисовать, идя от темного к светлому. То есть, видите, самые светлые места мы оставляем в самую последнюю очередь. Вот здесь может возникнуть вопрос, а до каких пор использовать кисточку вот такого размера, с такой большой продуктивностью? Я думаю, что нужно ее использовать максимально, даже если уже хочется взять кисточку поменьше, все равно рекомендую найти возможность поработать ей, потому что производительность, которая больше, это значит ваша скорость быстрее. Вот, и вам потом меньше придется работать кисточкой меньших размеров, когда у нас начнется второй этап, который я называю прорисовка. Вот видите, сейчас у нас так грубо все, а потом мы начнем все прорисовывать. Добавим ресницы, добавим волоски, добавим блики, ну и все, что связано со светотенью, все это проработаем, волоски. И наш портрет будет выглядеть все более и более живым. Ну вот, собственно, я уже и закончил с первичным этапом и постепенно начинаю вторичный этап. Это так называемая подготовка к прорисовке.